Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот такие слова сегодня мы слышали. Наша борьба не против плоти и крови, то есть не против человека из плоти и крови, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Вот если бы все политики и вообще все люди во власти понимали, что не надо бороться с плотью и кровью, не надо бороться за то, чтобы быть первым, быть самым богатым, чем-то владеть. Вот вся эта борьба – это просто ничто. Это изничтожение сил. Она не достигает по-настоящему цели. Ну, допустим, отбил имущество одного человека, никогда счастья не будет. Либо болезнь, либо скорбь какая, либо кто-то другой отобьет твое имущество. Просто навскидку этот пример привожу с имуществом, потому что иногда в нашем современном мире, при свободной рыночной экономике, как говорят, очень часто возникают такие хозяйственные проблемы, ссоры, которые приводят к реальной борьбе. Не надо бороться. Работать надо мозгами, это в первую очередь. Влиянием на людей тоже важно. А главное, нужно делать добро. Вот когда человек даже во власти или имея большие средства делает много добра, он становится авторитетом, и к авторитету прислушиваются, а самое главное, ему доверяют. Доверяют коллеги, доверяют подчиненные, доверяет общество. Вот иногда кажется, что все эти божественные заповеди – это о чем-то таком, что нас как бы не касается. Мы живем своей жизнью, вовлечены вот в эту круговерть каждодневных забот, а вот эти заповеди – это что-то такое, ну, теоретически очень правильное, конечно, но далекое от жизни. Где эти заповеди, когда вот я каждый день кручусь, верчусь в своих проблемах, борюсь, преодолеваю трудности? А на самом деле исполнение Божьего закона, закона жизни, вот этих заповедей – это самое сильное оружие, используя которое человек может достичь подлинного благополучия, а по-нашему, по-человечески, счастья достичь. Почему так? А потому что, живя по Божьему закону, мы исполняем волю Божью. Не свою прихоть, не приказы сверху, а мы исполняем самое главное – волю Божью, а воля Божья благая и совершенная. Она не направлена ни на наше разрушение, ни на наше ослабление, ни на наше несчастье, ни на наши какие-то обстоятельства, которые будут сопровождаться скорбями. Нет. Даже если Господь некую скорбь посылает, она, видимо, нам нужна. Знаем, как иногда скорби помогают человеку обрести правильный путь жизни и ориентацию вот в этом социальном жизненном пространстве. Другими словами, вот эта воля Божья, которая дана нам в божественных законах, заповедях, это ведь не просто что-то, о чем батюшки в храме говорят. Это самый важный, основной и абсолютно непреодолимый никакими силами жизненный закон. Вот если каждый из нас на своем месте попытается и в личной, в семейной жизни, а также в своей профессиональной жизни, политической, может быть, у тех, кто политикой занимается, исполнять вот эти законы, то уже на опыте своей жизни поймет силу этих законов. Бог никогда не бывает посрамлен. Никогда не посрамляются Божьи заповеди, если люди их исполняют. Срам происходит от того, что мы заповеди этих не исполняем, не живем по ним, даже, может быть, и не знаем их, опираясь на свои собственные силы, ну или на силу каких-то своих групп, коллективов, или, конечно, на финансы, на деньги. Стремимся достигать каких-то целей, значимых, высоких, то мы проходим через очень опасную территорию рисков. И ведь каждый об этом знает. Особенно те, кто бизнесом занимается. Территория риска. Ты вошел богатым, можешь уйти бедным.
Ты вошел с властью, можешь быть в подчинении многих. Другими словами, все то, что кажется сильным, и ради чего люди живут, работают, трудятся, борются, иногда просто уничтожают друг друга, на самом деле того не стоит. Потому что есть особая сила, которая помогает быть человеку сильным. Это сам Господь. А Господь учит нас своими словами, своими заповедями. «Живи по Божьему закону, и будешь счастлив». Вот это и есть главный смысл нашей веры. Причем не то, что счастлив вот так, что ты машину хорошую купил там, или дом, или еще чего-то. Ведь счастье-то мы знаем не от этого. Ну, полюбовался машиной, ну, дай Бог, чтобы ее никто не помял, не разбил, а потом она надоедает, другая вроде как хотелось бы другую. Вот так же все остальное материальное. Достигаем чего-то, а хочется большего. И ведь, ну, каждый богатый человек знает, купил какую-то богатую игрушку, машину, самолет, самокат, не знаю что, и порадовался. Проходит какое-то время, и вроде уже никакой радости нет. Почему? Да потому что это не может приносить радости. Радость – это состояние духа. Это не работа наших рецепторов. Это не физическое и физиологическое чувство. Это состояние души. Давайте запомним это. Счастье – это состояние души. И оно нередко не зависит от материальных факторов. Хотя и совсем неплохо, чтобы и материально все было благополучно. Но если только работаем как бы на свою плоть, то не можем достичь подлинного счастья, подлинной радости жизни. И это не то, что вам сейчас патриарх от ветра головы своей говорит. Это от опыта, исторического опыта, опыта всей человеческой цивилизации. Ведь недаром люди приняли христианство, недаром укоренилось оно в нашем народе, потому что эти Христовы заповеди помогают человеку действительно обрести внутренний покой, радость, как мы говорим, во Святом Духе, а значит и то, что мы называем человеческим словом «счастье». Вот, как кажется, все это очень просто, но каждый, кто стремится к счастью, знает, что иногда на этом пути встречаются трудности. Ну, если человек связывает свое счастье с материальным благополучием, могут возникнуть конкуренты, причем жесткие, опасные. Если человек связывает свое счастье только с дружбой с кем-то, то иногда даже друг предает. Больше того, семейное счастье иногда разбивается от предательства. О чем это говорит? О том, что это условное понятие счастья. Оно, конечно, имеет объективные характеристики, это совершенно очевидно. Но это все то, что в нашей душе. Можно быть не очень богатым и быть абсолютно счастливым. Я встречался с такими людьми. Глаза светятся от радости. Все у него хорошо. Действительно счастливый человек, а совсем уж не такой состоятельный. Но если продолжить эти все сравнения, иногда мы видим, или люди, есть категория людей, которые стремятся получить власть, чтобы быть счастливыми. Вот нужно запомнить, власть никогда не делает человека счастливым, она делает человека ответственным, но не счастливым. У любого, кто во власти, спросите, только так, чтобы он сказал по-честному, ну ты очень счастлив. Затылок почешет, говорит, ну уж если совсем сказать, ну не очень. Потому что уж очень много скорбей, конкуренции, обмана, всего того, с чем приходится сталкиваться. Еще раз нужно помнить, что спасение, о котором говорит Господь, о котором учит Церковь, это состояние человеческой души, которое можно назвать словом счастье. Вот почему Церковь 2000 лет существует, и чего только не было на ее историческом пути. И Римская империя, которая поставила своей задачей уничтожить христианство, и затем различные средневековые напасти, хорошо известны людям, которые интересуются историей. Наконец, страшные испытания в России,
на Святой Руси, когда власть взяли люди, провозгласившие одной из своих целей уничтожение веры или построение счастливого человеческого общества без Бога. Был такой неудачливый правитель, осмеянный анекдотами, который сказал: к 80-му году построим коммунизм, а значит, все будем счастливы. К 80-му только году нужно обязательно закончить с религиозными предрассудками, потому что в коммунизм никак с этими предрассудками войти невозможно. И началось в 61 году новое ожесточенное гонение на церковь. Старшее поколение священников, да и верующих людей помнят эти годы. Закрывались храмы, открывались судебные процессы против священнослужителей. Происходила действительно дискриминация тех, кто в Бога верил. Ну и где этот правитель? Память погибевшему. Если еще остается в памяти людей, только в качестве персонажа анекдотов. А Церковь Божия, которую хотели уничтожить, существует. И мы с вами существуем. И верим, что дети и внуки, те, кто здесь стоят, если будут в церкви, также будут существовать и действовать как православные русские люди. Вот поэтому история нашей страны, она очень много мучит, если внимательно на нее посмотреть. Сегодня действительно живем в очень благополучное время. Даже как-то иногда думаешь: Господи, неужели это наяву? Православный президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ. Ну что еще как бы нужно? Мы благодарим Господа за все это. Милость на нашем поколении, что мы дожили, старшее поколение дожило до этого, а молодое и среднее живет в это время. Но вот все-таки то, что нам дается, это дается свыше. Поэтому мы должны быть благодарны Богу и за ту страну, в которой мы живем. И откровенно скажу, за ту власть, во главе которой православные люди. С царских времен первый раз. Ну и, конечно, за все то, что сегодня совершает Россия. Вот этот наш цивилизационный путь, по которому идет страна, соединяя современные технологии, научные знания, вот все то, что необходимо для развития, научно-технического развития страны, одновременно сопровождается возрождением и укреплением веры в Господа. И вот это сочетание небесного и земного в реальной практике нашего сегодняшнего общества и народа, по крайней мере, очень многих, кто принадлежит и обществу, и кто разделяет наши национальные ценности. Вот все это является достоянием нынешнего поколения. Поэтому мы должны благодарить Господа за то время, в которое мы живем, трудиться на благо Церкви и Отечества, уклоняться от всяких искушений, которые иногда навеиваются недоброжелателями из страны и Церкви, которые иногда, особенно молодежь нашу, пытаются сбить с этого замечательного курса цивилизационного развития, по которому мы сейчас идем. Дай Бог, чтобы все эти искушения не привели к каким-то новым трудностям в нашей национальной жизни. Для того, чтобы было так, мы должны продолжать идти своим путем, соединяя веру, современные знания, современную культуру воедино, с тем, чтобы народ наш, владея всеми механизмами и способами и средствами, которые дает современная научно-техническая цивилизация, одновременно сохранял веру в Бога. И тогда мы избежим тех огромных цивилизационных проблем, с которыми столкнулся научно-технологически и финансово развитый Запад. Не будем никого критиковать, но духовный и нравственный кризис того общества совершенно очевиден.
И его осознают не только люди со стороны, как вот мы их взирая, может быть, сквозь призму своего исторического опыта, но и те люди, которые там живут и которые ясно понимают, что многое идет не так, как хотелось бы. Ну а что же? Если опора только на науку, технологии и капитал, то навряд ли можно построить общество, в котором люди будут счастливы. Богаты – да, властны – да, а вот по части счастья очень большой вопрос. Вот говоря обо всем этом, мы никого не осуждаем. У каждого человека свой жизненный путь, у каждого народа свой исторический путь. Но только самое главное, мы должны сознавать уникальность того пути, по которому сейчас идет наша страна. И Бога благодарить за то, что происходит. И использовать эти возможности для воспитания наших детей, молодежи и для своего собственного формирования, чтобы выработалось сознательное и сердечное отношение к вере православной и желание и стремление жить по Божьим заповедям. Если будет так, то страна будет непобедимой, а народ будет счастливым. Храни вас всех Господь! С праздником поздравляю вас!